Алекс зашел в кофейню «Уют» на Бейкер-стрит. Звон дверного колокольчика прозвучал привычно, но никто из сотрудников не поднял головы. Вот уже 5 лет он был владельцем этого заведения, но бывал здесь крайне редко, занимаясь другими филиалами. В последнее время его все чаще тревожили высокая текучка кадров и снижение прибыли этого заведения при стабильном потоке гостей. Он выбрал стул так, чтобы видеть весь зал. На первый взгляд все выглядело нормально, но что-то явно шло не так. Его взгляд задержался на Томасе, пожилом мойщике посуды. Мужчина двигался медленно, но уверенно. Ему было около 70, но в глазах все еще горела энергия. «Давно он у вас работает?» Официантка закатила глаза. «Слишком давно. Ему бы уже на пенсию». Алекс наблюдал, как Томас неутомимо трудится и как тепло с ним здороваются посетители. Спустя немного в зал зашла молодая мать с ребенком. На кассе она поняла, что ей не хватает денег. Лиззи нахмурилась, позвала управляющего, Оливера. Но в этот момент Томас подошел и незаметно положил купюры на кассу. Женщина поблагодарила его и быстро ушла. «Третий раз на этой неделе», — пробормотал Оливер. «Этот старик всех спасает». «А сам-то разорен, живет в машине», — усмехнулась Лиззи. После смены Томас остался дольше остальных, скрупулезно протирая столы и мебель. Алекс видел, как дважды за вечер он незаметно оплатил еду за посторонних людей. «Зачем он это делает?» — спросил Алекс у Гарри, постоянного клиента. «5 лет назад потерял жену от рака», — ответил тот. «Все сбережения ушли на лечение. Он гордый, помощи не просит, вот и работает, как может». Позднее Алекс подслушал разговор Лиззи и Оливера. Они строили план — устроить недостачу и свалить ее на Томаса. Алекс решил не вмешиваться сразу, а подготовить ответ. Через 3 дня ситуация повторилась. Пожилая женщина не смогла оплатить заказ, Томас помог. А чуть позже вдруг обнаружилась недостача. Оливер был готов объявить увольнение. Но в этот момент Алекс поднялся со своего места, снял капюшон и представился. Он показал запись с новых камер, установленных всего 2 дня назад. На экране были все махинации Лиззи и Оливера, а также добрые поступки Томаса. Доказательств оказалось достаточно, чтобы вызвать полицию. Оливера и Лиззи арестовали. Томас был полностью оправдан и вскоре назначен менеджером зала с достойной зарплатой. Атмосфера в кофейне изменилась. Сотрудники начали получать справедливую оплату и поддержку. Томас стал символом нового духа заведения. А Алекс показал, что настоящий лидер — это не тот, кто раздает приказы, а тот, кто видит людей и их ценность. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.